Здравствуйте, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И рожденные под знаком Рыб могут пережить 2024 год полный удачи и процветания, мои дорогие. Фактически на вашей стороне две могущественные планеты – Юпитер и Сатурн. Сатурн в вашем знаке. И первая половина года должна стать лучшим периодом вообще в 2024 году. Давайте узнаем. Эти подсказки карт не всегда. Астрологические прогнозы совпадают с таро-прогнозами. Но вот для тех, кому особо интересно, может быть, просчитать или получить свои подсказки, такие, знаете, которые ближе к жизни. Вот есть у меня на канале такой плейлист, как 2023 год, вторая половина, и тоже по месяцам. Я оставлю ссылку в описании под видео в инфобоксе. Вы можете перейти по ссылке и выбрать либо по солнечному знаку зодиака, вот как рыбы, или по своему асценденту. Не всегда по солнечному знаку зодиака реальная жизнь в каких-то событиях проигрывается. Ну или вы люди интуитивные, может быть, какая-то подсказка у вас будет. Вы ведь уже по прошествию времени можете провести какую-то аналогию между теми картами, которые выпадали на 23 год, второе полугодие, и что же произошло в реальной жизни. Итак, мы идем вперед. 2024 год для знака зодиака Рыб на удачу и успех. И первая карта у нас будет январь. Мы достанем одну карту из расчета на месяц. И хоть у нас январь уже начался, но тем не менее, что для вас январь, вот может быть на этот оставшийся период, на удачу, на успех, что для вас будет важно? Февраль, каков месяц? Февраль 2024 года на удачу и успех. Март, мои дорогие рыбы и рыбки. Апрель. Май и июнь. Вторая половина года, и я хочу перемешать колоду дополнительно. Итак, идем дальше. Что для вас в июле? Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь на удачу и успех. И заключительный месяц декабрь 2024 года. Итак, посмотрим с вами январь. Вот выбор есть. Это как будто двойка мечей. Это вот мы двигались в каком-то направлении, куда-то мы шли и оказались словно перед стеной. Мы не можем продолжить в том же направлении, мы не можем делать что-то так же, как делали прежде. Нам либо направо, либо налево. Вот этот самый выбор или развилка вот где-то в январе. И у кого-то эти вопросы будут касаться обучения, у кого-то работы, у кого-то личной жизни. Или выбор правильного направления, может быть, через заработок. Тут тоже может такое значение пройти. У нас есть два меча. Обратите внимание, мечи изображены как будто на фоне Луны. Луна – это сама по себе тысяча неопределенностей. Как будто я не знаю, как поступить. Или чем мне лучше заниматься. Или в чем ожидает меня больше успеха. Есть его величество выбор, но вы его должны сделать, понимаете? Может быть, прислушиваясь к интуиции. И должен остаться один как будто путь. Иными словами, один меч. И туз мечей у нас, поэтому я называю эту карту выход из лабиринта. Вот какой-то выход из лабиринта вы должны в январе для себя четко обозначить. И это решение должно быть внутри вас. Здесь не должны на вас давить какими-то советами, пожеланиями или мнением других людей. Наверное, будет самое важное, главное – услышать подсказки собственной души. Какое дело, чем мне хочется заниматься, например. Или к чему у меня есть интерес. Или что мне подсказывает вдохновение. Или с кем я останусь. Кто для меня важный человек в этой жизни, а на кого я не могу положиться. У каждого своя какая-то развилка судьбы, свой какой-то выбор. Но тут мы не торопимся. Тут, правда, нужно с чем-то определиться. Ну, вы-то определитесь, правда, посмотрите на февраль. Если мы про
вообще удачу, успех, счастье, удовольствие от жизни, оно будет у вас уже в феврале, десятка кубков. Либо какие-то известия по вашей семье или вашей личной жизни от вашего партнера. У кого-то из вас что-то может измениться в плане недвижимости, места проживания, может быть какой-то переезд. Или вы будете делать свое жилище более комфортным. Безусловно, это карта радости, счастья, когда вам что-то удается. Прекрасный месяц, нечего добавить. Видимо, найдете вы выход из лабиринта или для себя что-то решите, мои дорогие рыбы и рыбки. Март, смотрим, что для вас. Карта уверенности, карта, безусловно, еще и может говорить о конкретной персоне. Это король Пентаклей. Это те люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеют там асцендент. Это те, которые сделали себя сами. Те, которые с уверенностью смотрят в будущее. И даже если, ну, наверное, хоть камни с неба, они все равно найдут из любой ситуации выход. Это люди статусные. Для кого-то из вас могут пройти как согласование, когда придется по инстанциям походить или пойти, ну, может быть, по чиновникам, надо подписать какие-то документы, или вопросы денег, каким образом ко мне приходят деньги. Может быть и поддержка такого человека, как будто он у вас есть, или, по крайней мере, иногда по этой карте проходят иногда даже наши близкие, которые оказывают вам помощь и поддержку. Такое тоже для кого-то из вас проиграется. Но это еще и ваша собственная сильная позиция. Потому что как будто я уже теперь знаю, ну вот ноу-хау, да, я уже теперь точно знаю, как мне поступить, или в каком направлении двигаться, или куда приложить свои усилия, или что меня интересует, вдохновляет, или с кем я хочу быть. Правда, вот если еще на начало года где-то вот эта сумятица или топтание на месте, словно было или есть, у кого-то ведь это уже проигралось, и кто меня теперь смотрит, вы уже как будто интуитивно какую-то подсказку получили. И слушайте свою интуицию. Она вам плохого не посоветует. И полный вперед. Хорошо. Удачные месяцы, как в феврале, так и март, апрель. Ну вот здесь себя главное не форсировать, не тормошить с одной стороны, не включиться в какой-то режим, когда все ведь неплохо, как бы идет. Это старший аркан повешенный. Так вот, не включиться в то, что более удобно кому-то, но менее удобно вам. Есть такое значение по этой карте, как жертвенность, когда мы соглашаемся на что-то, а наступаем на горло собственной песни. И в последующем мы можем оказаться словно, ну вот так, опять в каком-то тупике, и пожалеть о том, что на что-то согласились или с чем-то поторопились. Отчасти карта говорит: ты не спеши с каким-то выбором или предложением, чтобы не повторить какую-то ошибку. И если у вас был за предыдущий год, например, правда, какой-то промах такой, когда вы осуществляли свое намерение, в итоге вы пришли к какому-то итогу, и вас этот итог не порадовал. Вот повторно какую-то ошибку, чтобы не быть вот в этом подвешенном состоянии, но определенно не стоит повторить. И здесь как раз ваша удача и успех и будет заключаться в том, что более осмысленно принимать, ну, свои намерения, желания, продумывая, может быть, на какую-то дистанцию вперед, чтобы, опять же, не ошибиться. С другой стороны, это может быть и пауза, которая вам необходима для того, чтобы что-то изучить или с чем-то определиться. Ну, сам по себе месяц апрель не время форсировать что-то. И может быть обстановка, все же старший аркан. Это обстоятельства на вас могут так влиять, что и как будто помимо вашей воли что-то может стать на паузу. Или в задержках с документами, или с какими-то согласованиями, может быть и какие-то еще обстоятельства, которые вас ставят в тупик. Поэтому точно не время форсировать или успевать просто додумать, чтобы, опять же, не повторить какую-то оплошность. Вот в этом будет заключаться фокус, наверное, апреля, мои дорогие, правда.
И если, может быть, сделать что-то совершенно по-другому, как будто развернуться на 180 градусов. И вот если мы развернем на 180 градусов эту карту, посмотрите, у нас словно человек танцует вместе с пентаклями. И эти цепи, они его совершенно не держат. А он как будто умело лавирует между ними. Это просто волшебный танец. Вот для вас что-то такое интересное может произойти в апреле от вашего решения. Май. Опять Его Величество выбор. Когда, может быть, вы встанете перед какими-то возможностями. Можно пойти направо, можно пойти налево. Может быть, это та обстановка, когда придется и вашим, и нашим, потому что сделать сложно выбор. Но, может быть, еще и не время где-то в мае с точкой с чем-то определяться. Вот просчитать что-то наверняка вам придется. В каком-то рациональном расчете, подсчете, может быть, и будет хранится ключ к успеху или к решению той или иной ситуации. Или по этой карте, может быть, знаете, когда была одна какая-то возможность, вот мы говорим про туз мечей, да, выход из лабиринта, а здесь может открыться какая-то еще, и надо будет действительно что-то обдумать рационально. Но если мы говорим про успех, да, он может быть, но где-то от вашего правильного выбора это будет зависеть. Давайте посмотрим, что же июнь. Карта ожидания. Но вообще, когда у вас все под контролем, это когда мы не сдаем своих позиций, вы, мои дорогие рыбы и рыбки. И по семерке пентаклей может быть как задержка с документами или могут задерживаться деньги, увы. Но карта больше 7. И она говорит о том, что как своеобразная перезагрузка, может быть какой-то сменить предыдущий шаблон на новое вдохновение и на новые возможности. Здесь может быть как то ожидание, которое от вас не зависит. Ведь все-таки у нас с одной стороны семерка и пентакли. Пентакли растут на дереве. Карта нам также говорит, что твои-то сейчас позиции, они достаточно прочны. И для кого-то из вас просто удерживать все то, чего вы, может быть, достигли раньше. И я могу сказать, если вы примете вот какое-то важное решение, для кого-то из вас вот как раз после января как будто есть и помощник у вас, или помощь, или группа поддержки, и вроде бы что-то у вас уже получается, что-то вы знаете наверняка, или какое-то дело вы сумели обустроить, но, может быть, появляются как новые обстоятельства или новые какие-то события, когда вы можете опять начать сомневаться, и плюс добавляются объективные ситуации, которые немного притормаживают какую-то скорость развития событий, и это может в вашем случае повлиять, как, я начинаю опять искать либо подвох, либо какие-то сомнения, а надо ли мне в этом направлении двигаться. Поэтому карта говорит, скорее всего, сохраняй все то, чего ты уже достиг, или, наверное, то направление, которое ты выбрал. И вот и по этой двойке жезлов может как раз проходить что-то очень значимое в вашей жизни. А может быть, это два варианта, и вы будете выбирать какой-то наилучший. Давайте мы посмотрим, что же у вас в июле. Новые начинания. Шикарно. Люблю эту карту. Наверное, особенно для вас, мои дорогие рыбы, она проигрывается с каким-то особым знаком. Почему? Она для меня как слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И Эйнштейн, он родился под знаком зодиака рыб. И вот это иррациональное, то, что он открыл, по сути дела, сделал человечеству переход в какое-то новое измерение. И в последующем, я уверена, квантовая физика как раз с учетом перехода Плутона в знак Водолея для нас откроет очень много возможностей, знаний, и то, что было прежде, как будто за гранью, мы считали, этого не может быть, или это из разряда, не сбывшегося или рационального, опять же, то мы поймем, что да нет, это более чем реально. Просто мы это на какой-то период времени не могли просчитать. Мы как будто в этом измерении не находились. И вот для вас какое-то начало, когда вы господствуете, начало обучения, начало нового проекта, начало новых возможностей. Может быть, у кого-то это вообще новое вдохновение. Но если мы говорим гений, который господствует,
все равно нам показан тот шут, который жонглирует, обратите внимание, всем зодиаком. В обычных колодах шут изображен на краю обрыва. Он замечтался и чего-то не видит. Здесь у нас не мечтатель, здесь у нас маг и волшебник, который в нулевом аркане, как будто предшествует аркану маг, который знает больше, может предвидеть на пару шагов вперед. И что-то такое вы для себя можете очень важное начать уже в июле. Или с чем-то определитесь, или это как само по себе вдохновение. Начало новой эпохи для вас или нового периода жизни, нового вкуса свободы, нового вдохновения, нового качества вашей жизни. Шикарно. Но надеемся сами на себя. Если так к реальности мы возвращаемся, по аркану шут надо быть реалистом. Как будто даже ваше вдохновение или ваши цели, намерения, их нужно переложить в какую-то материальную плоскость. Иными словами, все-таки из какого-то хаоса привести в нашей реальной земной жизни в порядок. Может быть события, может быть возможности или ваши намерения и цели. Но вообще, конечно, да, тут новые сами по себе возможности перед вами открываются. Но не просчитаться, да, от этого будет зависеть и успех, и удача. И вы чем-то остаетесь довольны на август месяц. Рыцарь кубков, у кого-то предложение, у кого-то новое знакомство. Может быть, личная история какая-то очень интересная. Но карта не говорит о далеких перспективах. Она лишь говорит, что в этом месяце вас определенно что-то будет радовать. Хорошее настроение и более оптимистичный взгляд в будущее, скажем так. Но есть и комплименты, могут быть по этой карте и подарки, и какие-то интересные предложения. Но главное, наверное, настроение, общий фон месяца, когда больше удается, когда больше, может быть, событий в вашей жизни, которые дают почувствовать, как и само по себе счастье, как и какой-то азарт к жизни, так и новые возможности взаимодействия с миром. У кого-то это приходит через личную жизнь, буквально через любовь, это правда. И, наверное, наша жизнь только тогда полноценной считается, когда все сферы жизни находятся в балансе. И у вас как будто это получается сделать, мои дорогие рыбы и рыбки. Идем дальше. Что же в сентябре? А вот здесь ни разу не про мечтание, ни разу не про вдохновение, здесь про какую-то конкретику и про то, что вам придется хитрить. С вами будут хитрить. Обстановка такова, что она может быть как новая обстановка среди людей, которых вы не знаете. Или может быть какая-то прежняя ситуация, когда вас люди подвели, и тоже вы не имеете права на ошибку. Обратите внимание, нам показан персонаж и лиса. По сути, два персонажа. И как будто они расходятся в разные стороны, и в последний момент они еще оглядываются. И поэтому, правда, как люди к вам, так и вы к людям. Вы не должны что-то, как будто расслабившись, проморгать, мои дорогие. По этой карте проходит еще и такое значение, как карта вора. Поэтому буквально быть внимательным к тому, чего вы уже добились, к вашему статусу, к вашим позициям, к вашим финансам, буквально к сумочкам. Не переходить и не рисковать собой по непонятным ссылкам. Вот сам себя бережет человек по этой карте, и это ему помогает, может быть, увидеть какие-то новые возможности. Но нам говорят, это будет не какая-то прямая дорога, а это нам придется где-то манипулировать, увиливать, подстраиваться под ситуацию или подстраивать людей под вас. И как будто люди делают то же самое. И по-другому действовать невозможно. Может быть и правда, удерживать какие-то свои позиции. Или, может быть, будут какие-то провокации. Может быть, вам будут завидовать. Такое ведь тоже может быть. А зависть, как сказал Борис Пастернак в своем романе «Доктор Живаго», мне очень нравятся эти слова. Зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Правда, зависть рождает в человеке самые темные стороны. И всегда завистливый человек непредсказуем. Может быть, даже один какой-то персонаж в вашем окружении, который говорит одно,
а сам ждет, когда вы оступитесь или сделать какой-то подвох, вот понимаете, или вот что-то такое, как будто, ну, какой-то минус. Ну, всесторонне надо быть внимательным, раз выпадает эта карта. Идем дальше, мои дорогие. Октябрь. Карта Луна, карта тысячи неопределенностей, карта интуиции. У кого-то из вас она проиграется, как тепло домашнего очага. Это та нега, ну, где-то релакс, отдых. Или когда вот наши любимые, которых любим мы, которые любят нас. Мы дарим нежность, тепло, ласку, и они нам отвечают тем же. Вот у кого-то это со знаком плюс может проиграться. Но если говорим о том, что вот что-то форсируем, то нет. И тем более у вас предыдущая карта на сентябрь выпадает, семерка мечей. Здесь, знаете, как слушайте свою интуицию, и по карте Луна как будто есть такая возможность, что мы можем оступиться. Именно потому, что сделаем что-то либо в попыхах, либо, как прежде, по какому-то шаблону. По карте Луна в любом случае нужно быть осмотрительному и внимательному. И сам по себе старший аркан говорит о том, что обстановка будет вокруг вас такова. Тут вы вряд ли что-то можете изменить. Как будто адаптироваться к какой-то обстановке вам придется. Удачно выходить из каких-то ситуаций двойственных, чтобы не попасть в зону какого-то конфликта. К примеру, когда двое выясняют отношения, виноват получается третий. Вот это то, о чем я говорила как раз по семерке мечей. И карта добавляет, что выглянет солнце и все встанет на свои места. Поэтому дважды что-то не форсируйте и будьте внимательны, как и в сентябре, так и в октябре. Ноябрь. Может быть тяжеловато, может быть и режим какой-то многозадачности, либо много работы, либо много каких-то интересов. По десятке жезлов делегировать нам советует карта своей частичной обязанности, как минимум ту работу, которую может сделать кто-то другой. Или не впрягаться в помощь всем во всех делах. И карта говорит, больше сохраняй свои силы. Уставшие люди делают ошибки. И мы что-то можем проморгать именно из-за усталости. Или вы можете не придать чему-то значения, мои дорогие. Поэтому, правда, если есть какая-то рутинная обязанность, ее следует поручить тому, кто может это выполнить, сделать. С другой стороны, самому не включиться в какие-то обязательства. Это тоже будет важно, даже из благих целей, намерений, кому-то помогать. Здесь вы сами должны как сохранять свои позиции, видеть перспективы, так и уделить внимание отдыху. Вот, видимо, он будет для вас совершенно необходим. И ведь хоть и десятка жезлов говорит о физической усталости, с учетом предыдущих карт, это может быть и эмоциональная усталость. Порой от эмоционального воздействия на нас или от каких-то сложных ситуаций, или, может быть, от обстоятельств каких-то, когда нам пришлось выдерживать какое-то напряжение. И две ведь карты предыдущие нам как раз об этом и говорили, что ты просто держись и будь внимателен. Концентрация внимания тоже требует усилий. И поэтому в ноябре, мои дорогие, отдохните. Давайте посмотрим декабрь, что же для вас. Вообще ваша карта выпадает королева кубков. Карта может и говорить, что для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это как ожидание «жду ребенка». Ну, наверное, для всех вас, мои дорогие рыбы и рыбки, знаете, тут может быть, неважно, что это карта королева именно, это энергия, но где-то тоже сродни ловкого манипулятора. Почему? Раньше королева кубков изображалась как королева-русалка, и мы знаем, что именно русалка завлекала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и волшебную любовь. Ей верили, шли и там оставались. Может быть, где-то вот эта тема последних месяцев года говорит как раз о том, что вам придется либо самому где-то адаптироваться к какой-то ситуации, или обустраивать личную жизнь, или вам придется, правда, путем каких-то манипуляций, не обязательно с людьми, а может быть выходить из каких-то ситуаций, когда по-другому нельзя поступить. Или для кого-то из вас это может карта просто говорить продолжение какого-то, как удерживание собственных позиций, так и остановка, когда уделить внимание самому себе.
И здесь у каждого по-своему. И знаете, мне очень хочется, с учетом вот этих 4 карт, вот правда, как разворачиваются события, как будто самая кульминация у вас происходит в начале года. Давайте мы спросим, что же будет важно для вас именно на период с сентября месяца. Я хочу достать уточняющие карты. Потому что по аркану Луна ничего не понятно, а остальные карты, они не очень информативные. И понятно, что 7 мечей, даже если где-то карта хитрости, обмана, то она подразумевает, что это не весь же месяц, хотя вы можете находиться в такой обстановке. Так вот, ваша задача, что вам рекомендует карта? Сохраняйте свой интерес, сохраняйте молчание, вы будете, правда, в центре внимания. И вот я про зависть говорила, у кого-то из вас реально это проиграется. И по королеве жезлов она обладает каким-то магнетизмом, к ней люди стремятся. У вас может быть очень много новых знакомых, новых каких-то друзей, но это еще не друзья, вам предстоит разобраться, кто вам друг, кто вам враг, а кто так. И королева жезлов, ее отличает то, что она умеет правильно распорядиться с деньгами, правильно обработать эту информацию. И ту часть, которая может быть ей полезна, она применяет на благо себе. И она умеет хранить секреты как чужие, так и свои. Поэтому молчание буквально золото вам не будет мешать, это факт. И, знаете, не делитесь своими идеями, не рассказывайте о себе много, не давайте лишней информации, а у вас будут выспрашивать. Как будто людям будет интересно узнать вас поближе или получше. Какие-то наводящие вопросы из личной жизни или ваших планов на будущее. Пусть нам карта даст совет по карте Луна. Мне тоже интересно. Ага. Но я больше карт уже не тяну. Видите, в чем фокус, мои дорогие рыбы и рыбки? Посмотрите, у вас полярная энергия, Луна и Солнце. Какие энергии? Да, мы как карту совета, вам выпадает Солнце. У вас какие-то новые возможности, перспективы совершенно открываются. Но храните себя самих. И все то, что я говорила сейчас по королеве жезлов, это первое руководство к детству. Молчание – это золото. Умение хранить секреты о самом себе и о чужих – это будет второй ваш бонус. И, наверное, провести правильный баланс между своими сомнениями и не упустить реализацию каких-то своих возможностей. У вас перед вами карта выбора правильного направления. И есть какие-то сомнения. Мы сказали, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Действительно, вот есть то намерение, или карта солнца показывает вам направление на последующие полгода. Поэтому где-то в октябре месяце то, чем вы начнете заниматься, вы можете сомневаться, а карта говорит: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Не сомневайся долго. Будь внимателен. И, может быть, вот эта 10 жезлов для вас будет проигрываться, что вот эта карта солнца, вот эта удача, вот этот успех от вас потребует большого вложения сил, настойчивости, где-то умение выдерживать напряжение как и физическое, так и нервное. Но я так думаю, что в декабре вы уже сумеете отдохнуть, восстановить какой-то баланс. Но перед вами, мои дорогие, откроются совершенно новые перспективы. Будете вы, ну, наверное, в течение года не раз себе задавать этот вопрос: а правильно ли я поступаю, а нужно ли мне двигаться в этом направлении. Ну, наверное, не сомневайтесь, если вам подсказывает, ну, как ваше шестое чувство, или у вас есть какой-то интерес заниматься тем или иным делом, развивать то или иное творчество, хобби, или двигаться в каком-то направлении. Для кого-то ведь это может быть переезд даже далеко, потому что с этим будут связаны ваши намерения и цели. И тогда двигайтесь по направлению к своей мечте. И вот это направление, вот смотрите, карта Солнца где-то проигрывается минимум на 6 месяцев. И где-то вы, мои дорогие рыбы и рыбки, начиная с октября месяца, с заходом на 2025 год, можете сделать этот правильный выбор. Или быть счастливым, может быть, и в личной жизни. Для кого-то, повторяюсь, это тоже может проиграться. Выбор правильного партнера может быть и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.